Дорогие друзья, если вы приехали в Таллин и хотите недорого и вкусно поесть, то для вас есть такое заведение, кафе Лидо. И в этом видео я вам расскажу про это прекрасное, чудесное заведение. Это кафе расположено в нескольких блоках города, в торговых центрах, в том числе в торговом центре Солярис. И оно здесь самое антуражное, самое атмосферное. И вот как раз я хочу вам про него показать и рассказать. Здесь все как в советских столовых, но только вкусно. Шутка. Да, и здесь надо брать поднос, который я сейчас как раз возьму, один из подносов, и набирать себе все, что душе угодно. В этом отделе можно взять пиццу, кусок пиццы. От 1,5 до 2 евро цена одного куска. Вот здесь есть картофель фри и всякие подобные ему штуки, наггетсы. Если честно, в этом отделе не всегда берут. Я действительно вижу клиентов, но зато они всегда есть здесь. А это отдел супа. Отдел супа, и можно выбрать суп. Вот. Все подливки к супу бесплатно. Если вы берете суп, то подливка бесплатная, а так на 1 евро. Вот это все можно в суп себе насыпать, налить. Какие супы мы видим на сегодняшний день. Впрочем, они всегда одинаковые, но и что неплохо. Есть борщ, есть солянка. А маленькая порция стоит 2,90, большая 3,90. Ну и примерно такая же цена, 3 евро и 4 в отношении солянки. Посмотрим, что есть на той стороне. Вот куриный суп есть. И вот такой суп с пампушками. Вот если вы возьмете маленькую тарелку, то вы заплатите сумму на ценнике, которая меньше. Если вы возьмете большую тарелку, вне зависимости от того, сколько вы нальете, вы заплатите сумму, которая на ценнике больше. Вот это тоже приятное дело, отдел салатов и всяких морковок и капуста. За 1,5 евро есть капуста. За 1,5 евро также есть морковка тертая. Морковка вот такая. Вот. И свекла, свекольный салат. Здесь отдел картошки жареной и прочий. Вот я очень люблю брать жареную картошку здесь, если честно. Да, тоже, кстати, можно взять... нет, они вот сделали единую порцию. Раньше можно было маленькую и большую выбрать на выбор. Теперь единая порция. Есть вареная картошка, цельная. Мясной отдел, очень вкусно. Очень все вкусно выглядит. И хочу сказать, что здесь все отличается хорошим качеством. Очень все в хорошем. Всегда вкусно, всегда сытно, качественно и недорого. Вот есть соленые огурцы, подливки. Видим разные мясо. Многие, наверное, любят именно этот отдел, да, потому что здесь мясо. Рис, плов. Да, идем дальше. Что здесь мы видим? Вот здесь картофельные, не знаю, как назвать, картофельники с морковкой. Вот это очень вкусное куриное, филе с ананасами, очень круто. Здесь можно взять котлеты, 2 вида котлет, они оба вкусные. Одна котлета стоит почти 2 евро, 2 котлеты 3,50. Конечно, выгоднее брать 2 котлеты. Но можно взять только одного вида котлету, 2 штуки. Хлебушек. А вот тут блинчики с начинками, со всевозможными, с творогом, с вареньем. Вот готовится на наших глазах блинчики. Вот тоже один отдел, который мне нравится здесь. Всевозможные коктейли. А также вот есть кефир за 1 евро. Вот такой вот компот за 1,5. Морковный сок. Клубничный йогурт. Вот какой-то лимонад с лаймом. Вот очень вкусные штуки, я и кушал, но это очень вкусно. 2 с лишним евро стоят вот эти десерты. Вот здесь эти фирменные майонезы Лидо. И другая продукция. Это вот аппарат, где можно кофе и чай налить себе. Посмотрите, какие пирожные здесь есть. Карамельное пирожное, Наполеон. Вот такое вот пирожное. Тортики. Все выглядит очень аппетитно, свежим и вкусным.
после того, как вы взяли все, что вы хотели, то проходите к кассе, где кассир вам пробьет все, что вы набрали, и там же после того, как вы оплатили наличными или карточкой, вы можете, нужно взять вилку, ложку, зубочистки, ножики и салфетки. И вопрос, который я хочу поднять, мне очень интересен. Можно ли на 7 евро, например, здесь покушать, набрать вкусной еды и покушать сытно и аппетитно? Сейчас проверим. Чем нравится мне именно в Солярисе Лидо? Тем, что посмотрите, как здесь красиво. Здесь кушаешь так, как будто ты король мира. Аквариумы с рыбками, несколько здесь. Это очень антуражно и красиво. Смотрите, здесь есть аквариум с такими золотыми рыбками. Вот сейчас я создал эффект такого, что рыбки плавают по воздуху. Забавненько. Фонарики вот тоже здесь создают такой уют, атмосферу спокойствия. Давайте посмотрим, что я сегодня взял себе на обед, ужин. Итак, мы видим зубочистка, картошка жареная, хлеб, котлета и огурец, и стакан с кефиром. Угадайте, во сколько все это мне обошлось? Ну, на самом деле, картошка стоила в районе 3 евро, 2,60 с чем-то. Хлеб стоит 20 центов, котлета стоит 2 евро, огурец стоит в районе 1 евро, и это вроде 1, и все вместе мне это обошлось 6 евро и 75 центов. И я могу одно сказать, что это очень сытно и даже много. Вот, но я, конечно, это все съем. Вкусно. Картошку здесь, конечно, делают так, как нигде ее не делают. Очень вкусно. Котлеты здесь просто бесподобные. Как у бабушки. Каково это наблюдать, как человек ест и пьет. Ну, кстати, хочу сказать, что в плане обслуживания здесь так себе. Я имею в виду, что отношение кассиров, вот этих тех людей, женщин, кто накладывал еду, было такое пренебрежительное. Уж не знаю, ко всем ли так или к избранным, но в любом случае хочется пожелать руководству, чтобы все-таки поменяли, сделали так, чтобы персонал покультурнее, поуважительнее относился к клиентам. Хотя не без исключений. И здесь есть одна кассир по имени Татьяна, сегодня, к сожалению, не было. Вот это святой человек, который всегда обслуживает культурно, вежливо, приятно. Но, увы, она не каждый день работает. В такой приятной обстановке всегда здорово подкрепиться, особенно если гуляешь по Таллину. Я когда приезжаю в Таллин, я здесь прохожу очень много километров, стараюсь увидеть много чего интересного, но всегда захожу сюда, я и мои знакомые, моя Жинка-дружинка. Надеюсь, вам понравилось кафе Лидо, и я, конечно же, рекомендую вам сюда прийти и поесть. Здесь можно посидеть за разными видами столиков, у окна, в середине зала, у стены, вот даже на мягком диване. После того, как вы покушали, то свою еду, поднос с едой можно поставить вот сюда, и уважаемые уборщицы уберут их. Иногда бывает такое, что вот такие роботы разъезжают по залам и подъезжают к клиентам, и можно поставить поднос с едой вот к ним. Безусловно, Лидо – это одно из таких сокровищ города Таллин. И, дорогие друзья, я хочу вам порекомендовать посмотреть другие мои видео про город Таллин, в том числе о том, как можно за 7 евро, так же, как и покушать, также можно за 7 евро из Хельсинки сплавать в Таллин туда и обратно. Вот такой круиз стоит 7 евро. Я, кстати, по нему сюда и приехал. Ну и также можете посмотреть мое видео, очень интересное, про центральный рынок Таллина, который будто воссоздает атмосферу 90-х годов. И, конечно же, не пропустите мои следующие видеоролики. Пока!